Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я хочу рассказать вам про свой любимый полтинник в системе Sony E на, собственно, полнокадровые беззеркалки Sony. Это замечательный объектив 55 мм f1.8 Zeiss. Я вообще полтинники не особо люблю, современные полтосы, они, как правило, не особо интересные, старые полтосы, как правило, они довольно посредственные по своим оптическим качествам, но конкретно этот объектив, про который мы сегодня будем разговаривать, он даже для меня является исключительно прикольным, исключительно интересным. Мне он прям реально очень нравится. Вообще в системе Sony на байонете E присутствует довольно большое уже количество полтинников, больше 10 штук от самых разных производителей, как и родных в принципе. Там есть и запредельно дорогие какие-нибудь G-мастеры, там 51.4, 51.2, там Zeiss 51.4 есть. Ну, короче, до хрена очень дорогих и крутых полтинников там присутствуют, которые действительно, безусловно, крутые, вообще замечательные оптически, никаких вопросов их качество не вызывает у меня, но, опять же, это охренеть как дорого. То есть для такого нищеброда типа меня это прям деньги слишком запредельные, которые стоят эти объективы, так что я на них даже и не смотрю. Ну, конечно, так как все-таки байонет этот уже достаточно старый, Сонька запустила его очень давно, там есть и от сторонних производителей, в общем-то, не особо дорогие стекла, допустим, тот же Samyang 50 мм f1.4, если там светосила сильно нужна, он довольно неплох, в общем-то. Есть, опять же, копеечный и очень неплохой Viltrox 50 мм f1.8. Есть и родной, конечно, полтинник, относительно недорогой 51.8, но это такое говнище, что просто не описать словами, насколько он печален. Вообще обзор на этот объектив у меня есть уже на канале, если хотите, можете вот тут по всплывашечке взглянуть на него. Там я все подробно описываю, почему этот объектив я считаю убожеством и полнейшим говнищем. Ни в коем случае, если у вас вдруг Sony E, современная, я имею в виду хотя бы, да, какая-нибудь там A7 III или A7 IV, или уж тем более R какая-нибудь, не берите этот просто кусок кала отвратительный. Ну а наш сегодняшний герой, он является как раз в этой системе просто вот эталонной такой золотой серединой по соотношению цена-качество. Причем по качеству-то он вообще, в принципе, топовым стеклам не уступает. Вообще, без каких-либо шуток это говорю и преувеличений. Действительно, качество оптическое у него прям отличное, но при этом стоит он сильно дешевле, чем они, но не настолько дешево, как какие-нибудь самые примитивные полтинники. Опять же, если здраво рассудить и там все за и против взвесить, то ты все-таки со временем понимаешь, что переплатить условные 50 или там 100 даже тысяч за 2/3 стопа светосилы, ну это какая-то абсурдная херня на самом деле. Тем более на полном кадре и 1.8 вообще просто размывает все в сопли и так. Ну и что довольно тоже интересно, Sony Zeiss вот этот 55 мм f1.8 вышел одновременно с полнокадровой первой беззеркальной камерой Sony A7. И в 2013 году, в принципе, в этой системе не было ничего другого, и он отдувался просто за всех. Он там был тебе и портретником, и штатником, и на дуде играл, и так далее. То есть этот объектив должен был исполнять все нужды, какие присутствуют, потому что альтернативы в принципе у тебя не было. Нет, можно было, конечно, изгалиться, в муках нацепить переходник родной от Sony, который будет тебе ставить оптику с байонетом Minolta A. Но у первой Соньки такой дрянной контрастный автофокус, что я не знаю, как там этими объективами можно было пользоваться, разве что вручную фокусироваться или как-то страдать, превозмогать. Ну, короче, типа это полный бред, вообще полная хуйня. 55 1.8, в общем-то, был, ну, наверное, пару лет первые таким самым главным объективом в системе. Но Zeiss очень творчески вообще подошли к разработке этого объектива. Они не стали делать какой-нибудь там банальный планар или еще какую-то там условно схему из стародавних времен вытаскивать из шкафа и сдуть с нее пыль, да, там и просто переделать под современные реалии. Нет, они использовали схему Занар, и при этом разработка их была, в принципе, достаточно уникальной. Там аж 3 асферических элемента. Передний элемент, кстати говоря, что интересно, такой вогнутый, что довольно необычно. И получилась такая уникальная ситуация, что он офигенно резкий даже на открытой диафрагме, и при этом одновременно у него еще и красивая бакешка, очень приятная, такая мягкая и растушеванная. Ну, про картинки мы поговорим чуть позже, сейчас сначала я объектив все-таки в руках поверчу для начала.
Но не обращать внимания, что сейчас дальше будет фрагмент видео, где я не на предметном столе, не пугайтесь, кручу этот объектив, а просто на фоне снега где-то в лесу. Это просто мне приятель этот объектив подогнал, чтобы я небольшое видео подснял, как я его, собственно, кручу и верчу, потому что в данный момент объективом я этим не обладаю, у меня сейчас нет полнокадровой Соньки в обиходе. То есть впечатления и материалы у меня, в общем-то, были про объектив, но сам объектив я уже пару лет, наверное, в руках не держал, вот до этого момента, как ролик собрался снимать. Объектив легкий, несмотря на то, что он имеет полностью металлическую конструкцию. У него кольцо фокусировки тоже металлическое, оно не прорезиненное, имеет достаточно такие мелкие, хорошие насечки, не скользит, хорошо к руке прилегает. Правда, царапается очень бешено, у него очень много коцок появляется. Даже если ты ничего экстремального с ним не делаешь, оно просто все равно немножко шкрябается покраска отсюда. Это такой факт, как бы неумолимый. Ну, естественно, так как полностью металлический конструктив, байонетное крепление тоже металлическое, но резиночки здесь прокладки нет, влагозащиты объектив не имеет, хотя он такой, в общем-то, достаточно дорогой и профессиональный, но, к сожалению, влагозащитой он не располагает. Как видите, шильдик Zeiss тут присутствует, потому что делалась эта оптическая схема Zeiss, ну, производилась, естественно, где там, в Таиланде или в Малайзии, я уж не помню, там, что там было написано. Этот объектив имеет схему Zonar, как вот здесь написано, 55 мм, f1.8 светосила, диаметр светофильтра 49 мм. И что нетипично, у него вогнутая линза внутрь. То есть обычно у объективов, ну, как правило, да, линза или просто прямая, ну, там, скорее всего, какая-нибудь защитная, может, спереди стоит, или же она выпуклая немножко. Здесь она, наоборот, вогнутая, выглядит довольно необычно, нестандартно. И также у объектива имеется мультипросветление, Т со звездочкой фирменная цейсовская. То есть здесь, по идее, с бликами должно быть все очень хорошо. Я, к сожалению, не могу сейчас проверить насчет бликов, солнца у меня нету под рукой. Ну, как я уже сказал ранее, 55 мм f1.8 был, по сути, ну, единственным более-менее каким-то приличным объективом, фиксом, крутым со светосилой в системе Sony E. Ну, собственно, для альфа-семерок, короче, единственным нормальным объективом был. Ну, и, естественно, светосила его позволяет все-таки в первую очередь, прежде всего, да, снимать в достаточно сложных условиях, с недостаточным освещением и, ну, проще открыть, в общем, диафрагму, чем задирать ISO. Даже несмотря на то, что у Sonic там очень гибкая картинка, они там не шумят особо и так далее. В любом случае, на любой камере, давайте будем, да, как бы здраво рассуждать, если ты хочешь действительно качественную картинку получить, ну, выше 800 ISO лучше вообще, в принципе, не поднимать ни на полном кадре, ни на среднем формате, ни на микре, ни на чем. Ну типа, нахрен это нужно. Лучше открывать диафрагму, собственно, как я уже сказал, или удлинять выдержку. Но можно, конечно, и в экстремально темных условиях поснимать на вменяемой выдержке, чтобы смаза не случилось. Ну, тут, конечно, уже сильно темно, буквально там один или два источника освещения, не очень мощных, и, ну, прям кромешная темнота была во время этой съемки. Здесь ISO до 3200 я все-таки поднял, но, в принципе, все нормально. Во-первых, это ЧБ, тут лишний более-менее где-то шум, там не сильно сказывается на красоте картинки. Ну и на третьей семерке, в принципе, это относительно безболезненно можно делать, так поднимать ISO. Ну а к разговору об Акехе, она тут просто чудесная, прекрасно растушеванная, здесь нет никаких каких-то страшных дефектов, типа там двоений, каких-то появления чешуи, каких-то еще артефактов, ничего такого, что свойственно было бы простейшим, самым примитивным полтинникам. Этот объектив все-таки совершенно иного уровня. И при всем при этом, даже на 1.8 диафрагме самой максимально открытой, у тебя все равно очень хорошая резкость, прям топовая резкость, то есть в принципе она не становится хуже при открытии диафрагмы, и это прям очень сильно впечатляет. Единственное, что на открытой, конечно, есть некоторое количество хроматических аберраций, в основном это циановая каемочка появляется, она сильно заметна, когда снимаешь или какой-нибудь предмет на открытой диафрагме, или человека на открытой диафрагме достаточно близко снимаешь.
такая в границах где-то размытие иногда проявляет себя, иногда где-то может в бакешке даже появиться. Конечно, этой циановой каймы не очень много, ее ну, не сильно значительное количество, она не прям там бросается в глаза как-то бешено, но она есть, имейте это в виду. Но если вы снимаете что-то на средней дистанции, то такие хроматические операции, они становятся уж совсем крохотными, малозаметными, незначительными или вообще полностью исчезают. То есть, в принципе, если в упор что-то снимаешь, будет немножко хромоты на открытой диафрагме. Если чуть дальше объект находится, то есть там какой-нибудь по пояс портретик ты снимаешь, там с этим проблем практически нет. Если прикрыться до f2.8, то ситуация достаточно сильно улучшается, все равно немножко хромоты присутствует, если, опять же, вблизи снимаешь что-то. Но на f4 картинка становится вообще абсолютно безупречной, что бы ты ни снимал, в каких бы обстоятельствах, что бы ты ни делал. На f4 все, уже просто само совершенство. Ну, я, конечно, снимал на f4 и f5, но тут уже о каком-то размытии речи не идет, сами понимаете. Ну, еще на f1.8, конечно же, здесь присутствует небольшая виньетка, но, опять же, если у тебя включена в камере коррекция виньетирования, то о темных уголках ты вообще, в принципе, и не узнаешь, если не будешь профиль объектива подгруженный выключать у себя в RAW-конвертере. Ну, если нравится фокусное расстояние 50 мм, то этот объектив тоже подойдет. Он немножко длиннее, 55 мм, но, в принципе, это тоже полтинник по сути своей. И он реально хорош на каждый день, он хорош как обычный штатный объектив, то есть нацепил и идешь, снимаешь. Но если тебе нравится такое фокусное, я небольшой фанат этого фокусного, то есть для каких-то каждодневных съемок я его особо не использовал. Ну, для теста я несколько снимков, конечно же, сделал, чтобы вам показать. В принципе, на прикрытой диафрагме до f5.6 у него резкость вообще абсолютно запредельная, он прям от угла до угла абсолютно равномерно тебе выдает изображение, дисторсии какой-либо не наблюдается, все ровное, четкое, красивое, и объектив также запросто разрешает и там старые A7R, у которых там 42 мегапикселя, да и современные, у которых 61 мегапиксель разрешит вообще без каких-либо там заморочек. В общем, детализация выше всех похвал. Фокусируется объектив очень быстро, очень шустро и абсолютно бесшумно, здесь никаких звуков не будет, ни щелчков, ни жужжания. Соответственно, он хорошо подходит и для стрит-фотографий, но стрит, честно говоря, на полтинник особо не поснимаешь. Я сделал несколько уличных портретов, где я все-таки с людьми заговаривал, подходил к ним, просил определенным образом встать. Да, они, конечно, были незнакомцами, но, тем не менее, это стритом не назовешь. Тут была кое-какая подготовка произведена. Надо будет как-нибудь сделать в ближайшее время ролик все-таки, что, ну, разделить немножко, что является стрит-фотографией, что не является, потому что что-то в последнее время развелось слишком много дурачков, которые стрит-фотографией именуют все подряд. Типа какой-нибудь чел подошел к какой-нибудь девочке или какому-нибудь мужику, с ними заговорил, их пофоткал и дальше пошел, называет это он стритом, но, мягко говоря, это какой-то деградантский бред, это ни хрена стритом не является, потому что ты все-таки произвел некоторую работу, как и я в данном случае, но я эти фотки особо стритом не назову. Ладно, не буду отвлекаться, потом все-таки отдельный ролик, наверное, про это сделаю, тема, мне кажется, интересной. Сейчас рассказывать буду все-таки дальше про 55 мм f1.8. Он также за счет того, что очень хорошо шустро фокусируется, мне понравился и в репортажной съемке. Как-то был такой момент, когда я ворвался на сходку каких-то анимешников с косплеерами и там пощелкал разных ребят. Снимки получились очень даже достойные. Там было отвратительное, естественно, освещение, там темно, вообще все было плохо в плане света. Но, тем не менее, я пощелкал симпатичные всякие мордашки, интересные какие-то косплеи. Ну и давайте все это мое восхваление как-то подытожим. Действительно, объектив Sony Zeiss 55 мм f1.8 мне очень нравится. Это действительно очень крутой объектив. Он прям охуенный, он, наверное, лучший, в принципе, полтинник, который сейчас есть в системе. Понятно, что есть оптически гораздо более крутые какие-нибудь стекла, но они и стоят, ну, там, в 2-3 раза дороже, чем он все-таки лучший в том плане, что у него и цена еще более-менее вменяемая. Как для полнокадрового полтоса с такими качествами, он прям стоит очень приятно. В районе 35-40 тысяч его на Авито сейчас можно найти. Не знаю, что сейчас там дальше будет с ценами говорить, я просто говорю актуальную цену на сейчас. Он резок на открытый, у него охрененная бакешка, он при этом легкий, он при этом компактный и еще и бесшумный. Ну, то есть уже все какие-либо хотелки, какие только могут быть к объективу, здесь исполнены. Ну, светосила, конечно, не f1.4, но я как-то большой необходимости в такой высокой светосиле на полных кадрах не испытываю. Ну,
Можно чуть-чуть приподнять ISO, скомпенсировав эту светосилу, да и бакешки мне этой вообще-то и так хватает. Например, 1.4 это уже слишком сильно по мне так открытие. Ну и, пожалуй, на кропах Соньки смысла особого его использовать нет, потому что там есть и так более-менее нормальный 50 мм f1.8 OSS, он реально хороший, то есть это не мусорное стекло далеко. Ну, если мы про родное говорим, есть вообще абсолютно прекрасное, замечательное неродное стекло от Sigma 56 мм f1.4 Contemporary, а вот для полнокадровой Соньки это реально оптимальный объектив, он стоит не очень дорого, особенно на вторичке вообще он стоит там, ну, прям очень вменяемых денег, и при этом выдает тебе охуенную картинку, при этом ты не переплачиваешь сильно за какую-то повышенную светосилу, и в то же время ты не экономишь, покупая себе не сильно дешевле, чем он, ну там в 2 раза, да, ладно, дешевле будет, но все равно вот, не покупая себе вот убогий примитивный 51.8, который есть также у Sony, вот тот объектив это просто кусок говна. Такая сомнительная экономия, это вот что-то в стиле покупки себе Canon EOS RP вместо какого-то нормального фотоаппарата. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать мои впечатления от использования 55 мм f1.8 Zeiss. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу этого объектива. Может быть, у вас он есть сейчас в использовании или когда-то им пользовались. Поделитесь тоже своим мнением, что вы думаете. Ну и всем хороших снимков. Пока.